Контроль увеличить, контроль ослабить. Придет проверка и достанет удостоверение, пройдемте. Вся правда матка. Подлецы, гады, куча проблем. Штрафы увеличиваются, и уже идет уголовная ответственность. Но если действовать из этой логики, то как построить экономику нового типа, новую экономику? Будь готов к неожиданному. Завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей. На этой неделе в России предложили продлить мораторий на проверки бизнеса. Тема спровоцировала бурную дискуссию довольно. Во время запретов якобы бизнесу тоже нужен контроль. Вы как считаете? Россия, кто-то говорит, это тирания, кто-то говорит автократия, кто-то говорит демократия, а кто-то говорит вообще царизм. Вот. Кто чего говорит. Я считаю, вот все так или иначе опирается на субкультурные слои, на некие такие, знаете, на архетипы, которые живут в России. Но это проявленность людей, которые вне зависимости от внешних обстоятельств будут проявлены вот таким образом. Они будут требовать, чтобы их контролировали. Они будут что-либо делать только если будет жесточайший контроль. Вот отсюда идут все вот эти вот вещи. Типа контроль увеличить, контроль ослабить. Друзья мои, сейчас время располагает к контролю, к санкциям, к жестокости. Время такое. Даже смягчение — это означает ужесточение просто с более размеренным ритмом, да? Давайте ужесточим, но реже будем наносить эти жестокие вот проверки тогда. Времена такие. Поэтому все эти заявления о том, что нужно бы для бизнеса контроль ослабить, но они вроде как да. Ну потому что вот текущие проверки множественные, они парализуют работу. Вот, например, на склад Wildberries, как тут нагрянула проверка, огромный склад с сотнями людей, сотнями рабочих мест, он просто встал. Склад несет огромные убытки, потребителям не были доставлены вовремя эти посылки и так далее. Смотрите, куча проблем. И все это потому, что кто-то решил получить статус, что он здесь главный. Вот это вот игра за статусы, кто главнее, кто правее, я прав, ты не прав. Вот это вот попытка доминировать друг друга с помощью вот этой вот очень любимой нами всеми игры «Война за статусы», вот, что очень сильно выделяет россиян, ну, среди других, как их называют, более цивилизованных стран. Но если действовать из этой логики, то как построить экономику нового типа, новую экономику? Ответ — никак. Вот в этом выпуске я возьму и расскажу, как все-таки взять и построить. Как снижение проверок за последние годы повлияло на бизнес в России? Здесь очень интересная статистика. Значит, первое, действительно проверок стало меньше, и самое интересное, вот там, где проверок стало меньше, средняя выручка у этих малых предприятий выросла. Там, где проверки продолжились, выручка падала. В общем-то, интересная закономерность выявилась, но она имеет под собой, конечно, физическое представление. Сейчас я сразу хочу сказать, что мы отбросим здесь злые языки и заявления тех людей, которые говорят, что за время объявления СВО количество малых предпринимателей сильно уменьшилось. Кого-то там призвали, кого-то мобилизовали, кого-то все. Вот давайте так, злые языки могут сегодня отдохнуть. Итак, с точки зрения физики, смотрите, какая ситуация. Чем занят малый предприниматель, когда он ждет проверку? Вот до того, как проверка не придет, я здесь вот ухварчу, урву, там вот это вот сделаю, а когда проверка придет, я все брошу и попробую как-то там отмазаться или там что-то там, или что-то поправить, если удастся. А если сильно за хвост меня схватит и так далее, ну что ж, договариваться буду или там как получится. Потому, когда уменьшается количество проверок, в целом бизнес, малый бизнес воспринимает это как сигнал, что ну вот можно не бояться, не дрыгаться, а можно вот какое-то время подышать, поработать и так далее, да, и средняя выручка этих предприятий растет. Но дальше возникает следующий нюанс. Если проверки не приходят, то эти не очень образованные финансовые предприниматели, они начинают с растущей-то выручкой хулиганить конкретно. Ну, понятно, да, финансовая грамотность-то не растет. В это время налоговая инспекция
или кто-то там, президент, принимает решение увеличить проверки, потому что наблюдается случай массовых нарушений, ну реально, уже выходящих за все границы. Дальше все повторяется на круг. В целом, вот в этих ситуациях, когда каждый день неопределенность только нарастает, санкции, увеличение санкций, ставка, очередной рост, еще раз рост, банки не дают кредиты и так далее, предприниматель, если бы еще ждал проверку и готовился к ней, он бы не успевал бы реагировать на эти все вызовы, и, все, эта компания бы закрывалась и так далее. Поэтому в целом, мы идем правильным путем, уменьшая количество проверок и давая всяческие сигналы. Вот Путин тут только что заявил, что предпринимательство наше все, давайте же уже сделаем так, чтобы предприниматель это звучало гордо. Единственное, нам надо воспользоваться этой секундочкой, минуточкой, хорошо? И этот выпуск я посвящаю именно этому. Многие сейчас вам могут возразить и сказать, что проверки бизнеса необходимы для того, чтобы общество было в безопасности, и бизнес может использовать мораторий на проверки в своих целях. Что вы об этом думаете? Во-первых, соглашусь, предприниматель и бизнесмен, у него природа алчная. Алчная, он не может остановиться, если он начал что-то делать, увидел доход, он ни перед чем не остановится, чтобы продолжить. И если это было связано с каким-то нарушением, а такое может быть по ошибке, от неосознанности, от невнимательности, да, то он не сможет остановиться, и нужно, чтобы кто-то его остановил или помог увидеть ошибку. Если риск нарушения есть в отрасли, и он значим, это очень важно, значим, мы можем послать к предпринимателю предупреждение, заостряющее внимание предпринимателя, чтобы он был внимателен, что уже в отношении его ведется надзорное следствие, расследование, и он находится под наблюдением, и ему предлагается на первом моменте самостоятельно провести на себя так называемую аналитическую проверку силами аналитиков и исправить нарушение. Это, как правило, имеет психологический эффект. Мало кто к нему прислушивается, но это очень важный психологический момент, потому что на втором этапе мы присылаем к предпринимателю пробную проверку. Но эта пробная проверка присылается не для того, чтобы проверяться, копать и найти нарушения, нет, а для того, чтобы отметить фактологию нарушений, еще раз, я подчеркиваю, еще раз предложить бизнесмену и предпринимателю самостоятельно исправить ошибки через выданное предписание в течение 3 месяцев. И только на 3-м этапе приходит уже проверка, и в случае неисправленности этих нарушений в отношении предпринимателя делаются так называемые предписания. И предприниматель, понимая, с чем он столкнется вот на этом 3-м этапе, что вот этот размер предъявы финансовой может быть очень огромный, может быть равен 20% от годовой выручки этого предпринимателя, и это будет означать банкротство этого предпринимателя. Так вот, предприниматель под угрозой того, что вот это будет, он будет очень внимательно относиться к пункту номер 1 и пункту номер 2. Все. И еще есть очень немаловажное обстоятельство, которое в последнее время стало проявляться очень сильно. Рыночная регуляция действий предпринимателей. Во-первых, конкурентное поле игроков. И второе — это ассоциации общественного регулирования или профессионального регулирования рынков. Предприниматели все чаще объединяются в ассоциации профессиональные, и вот эта профессиональная ассоциация становится так называемым регулятором рынка, общественным регулятором рынка. То есть общественная организация занимается повышением финансовой грамотности, юридической грамотности и общей осведомленности предпринимателей определенного сектора. Раз. Второе. Эта общественная организация становится инициатором специальных расследований в отношении, например, типичных нарушений, которые осуществляются в каком-то секторе. Два. Эта ассоциация становится действующим таким общественным игроком, который в принципе очень сильно способствует увеличению зрелости определенной подотрасли силами самих игроков. Вот эти 2 способа, они в принципе позволяют, первое, и воспитывать, и образовывать, и реально действенно передвигать зрелость отраслей просто на существенно больший уровень.
Вот поэтому в целом, смотрите, я наблюдаю такие тенденции в России, я сам становлюсь активным участником подобного подхода. И вот то, что я записываю эти видео и подробно вам объясняю, даю эти ориентировки, это тоже отчасти вот подобная деятельность, так называемое обучение рынка. Поэтому, уважаемые предприниматели, бизнесмены, я вас поздравляю, мы на полных парах движемся к тому, чтобы взять в свои руки развитие так называемого предпринимательского климата. Также приветствую тех, кто, посмотрев это видео, решит к нам присоединиться. Здесь под этим выпуском будут ссылки, частью какого сообщества вы можете стать, чтобы принять действенное участие в развитии предпринимательского климата. Я вас жду. Ну а, уважаемые потребители, уважаемые домохозяйки, родители, мамы, папы, пожалуйста, подвергайте нас наблюдению, пишите свои комментарии, возмущайтесь, давайте нам какие-то советы, давайте нам обратную связь. Очень нужна объективная обратная связь. Вот вся правда матка, понятно? Вот это будет очень важная, правдивая обратная связь, которая, правда, нам очень нужна. Время турбуленций всегда использую для того, чтобы перегруппироваться, увидеть новые возможности, захватить их, ну и помочь ведущим предпринимателям сделать то же самое. Кто-то ходит в баню, кто-то ездит на рыбалку, кто куда на Новый год. Да. Я лично езжу с успешными предпринимателями в какую-нибудь теплую экзотическую страну, где мы проводим несколько дней вместе. И в этот раз я еду в Таиланд. Поэтому внимание всем предпринимателям с оборотом от 500 миллионов и с прибылью более 50 миллионов рублей в год. Внимание, внимание. С 3 по 13 января буду в Таиланде, проведу программу 5-дневную, ну и другие дни будем вместе делать бизнес-разборы, менторство, коучинг. Более 30 ведущих предпринимателей, топовых предпринимателей, суперуспешные люди для того, чтобы каждый из вас смог усилить существующий бизнес, ну или открыть новый бизнес и воспользоваться вот этими внешними обстоятельствами, где на руинах прошлой стабильности мы построим превосходящий бизнес империи. Проверка — это большой стресс для предпринимателя. Как вести себя правильно, если вдруг к тебе пришли? Любая проверка для меня стресс. И если первые разы я на этом стрессе паниковал, делал какие-то там спорадические движения, то потом я научился, у меня хорошие учителя были, поэтому сейчас я вас научу, как вести себя, чтобы не разрушаться и, самое главное, не сеять панику. Это авторская методология, и она достигается только бесконечными тренировками. Обычно, когда к тебе приходит уже 101-я проверка, вот ты достигаешь такого дзена. Когда ты как мастер, там любая проверка пришла, ты такой говоришь: здравствуйте, дорогие товарищи, как я вас ждал. Вы принесли мне благую весть о том, что я могу еще более совершенным стать. Так вот, если пока ты не достиг такого дзена, слушай внимательно, потому что эти пункты, которые я сейчас назову, помогут тебе не сжаться в сморчок в том состоянии, когда придет проверка и достанет удостоверение и скажет: пройдемте. Приготовился? Поехали. Первое. Проверьте документы у команды ребят, которые пришли к вам с проверкой. Ну, во-первых, знаете, это такие же ребята, которым поручили, они пришли к вам, они не хотят вам никакого зла, они и сами боятся. Если речь идет об изъятиях документов, компьютеров или чего-то, все это может осуществляться исключительно на основе постановлений. Убедитесь в наличии этих постановлений. Однажды, когда вот такая проверка пришла на наш завод, мы сделали упреждающий выезд и убедились, что это постановление действительно было выдано. Один из наших ребят, он снял часы, тесот с руки, бросил на пол, раздавил эти часы и стал кричать, что проверка, которая пришла, применила акты, значит, воздействия, хватает за руки, значит, вот часы разбились, да. Мы создали, ну, такой вот сюжет,
замешательство это называется. Создайте замешательство. Когда проверочная группа, она на 2 часа буквально зависла от того, что же ей дальше делать. Этих 2 часов нам было достаточно, чтобы мы убедились, что постановление в отношении нас, в отношении компьютеров и документов действительно было выдано, и дальше пошли по процессуальному вот кодексу. Вот. И я вам сейчас то, что рассказываю, это не совет, как делать. Я так скажу, иногда можно назвать это вредные советы. Я так делал, когда мне было 28 лет, и, представляете, да, вот к нам первый раз была такая проверка, и мы действовали по наитию, ну как еще? Нам надо было делать какой-то отвлекающий маневр, и вот мы придумали на ходу этот отвлекающий маневр. Теперь я знаю много гораздо более изящных и гораздо более эстетических маневров, но об этом я преподаю в школе Игоря Рыбакова, МФТИ, значит, ШИР МФТИ в MBA, здесь, кстати, будет ссылка вот под этим выпуском. А эти истории я рассказываю просто как, ну, true истории. Вот вы же просите, чтобы я был вот максимально вам рассказывал, как на самом деле шло становление Игоря Рыбакова вот такого, как сейчас. Вот я вам и рассказываю, вот так шло. Пункт 2. Обязательно позови юриста, может быть, адвоката, чтобы прям по пунктам, да, все постановления и все вот эти вот алгоритмы, как должна вестись проверка, да, как ее ведут проверяющие, да, чтобы соблюсти и задокументировать. Это очень важно. Пункт 3. Создайте маршруты для проверяющих. То есть, ну, первое, мы обычно выделяем там переговорную комнату или специальную комнату, где сидят проверяющие, у них тоже должен быть офис, им, ну, надо сделать так, чтобы им было уютно. Наведите какой-то там элементарный уют, так, чтобы они не болтались где угодно и не выходили куда не надо, да? То есть создайте такие логистические коридоры, да, которые сразу же, ну, вот обозначат, где проверяющие ходят, где не ходят и так далее. Но при этом сделайте это элегантно, ну, так, чтобы это как само собой разумеющееся. Пункт 4. Снимать на видео такие моменты изъятия и так далее, когда ты видишь, что явно, ну, идет беззаконие, но тебе нужно дополнительную аргументацию, потом момент там каких-то судебных разборок, лучше это засвидетельствовать на видео. Иногда свидетельствование на видео, ну, сокращает пыл проверяющих, создавать какие-то, ну, слишком доминативные сюжеты. Есть, конечно, случаи, когда съем на видео, он приводит к повышенной агрессии. Здесь очень тонкий момент, однако, знаете, документирование, фото, видео, фиксация, документация и наличие свидетелей, ну, в принципе, знаете, такое, в дружелюбном плане, когда это все, это очень сильно, скажем так, смягчает варианты проверок. Я подчеркиваю, что на самом деле большинство проверок все же не идет во враждебном сценарии, что кто-то нападает на кого-то. Это начинается только в случае того, что если, ну, например, вы, к которому пришли, почему-то сразу воспримете, что проверяющие, они, знаете, там, подлецы, гады, они хотят вас там на кол посадить или так далее. Но это не так. Приходят обычно, ну, люди, ребята, такие же, знаете, чиновники, такие же специалисты, у которых, ну, также семьи, дети, они за зарплату работают. И будьте аккуратны в своих предварительных суждениях, знаете, иначе ваши домыслы неожиданно могут создать проблемы, которых не было изначально. И пункт 5. Всегда, когда вы формируете свой коллектив, команду заговорщиков, все-таки уделяйте внимание ценностям людей, которых вы приглашаете, с кем вы работаете. Знаете, и во время проверки, и во время мирных дней, и всегда люди, которые близки к вам по ценностям, люди, которые разделяют основной замысел, эти люди не предают, не бросают, не ведут себя мерзко. И вы не становитесь свидетелем того, как у вас подковерно, как оказывается, люди вели какие-то схемы, а проверка пришла, это выявили, а вы даже не знали. Неприятно, просто это боль, адская боль и так далее. Поэтому окружайте себя людьми, схожими по ценностям с вами. Человек — ключевая инновация. Преврати свою компанию в компанию-университет. То есть если ты не строишь в своей компании университет, ты все равно строишь в своей компании университет, только плохой или абы какой. Поэтому лучше изначально строй компанию, университет, чтобы ценности людей были соответствующие, чтобы мироподобие, чтобы люди стремились
делать все качественно и очень честно, тогда любая проверка, когда придет к тебе, ты будешь с благостью воспринимать, что спасибо, что пришли, и мы еще в очередной раз убедились, что все нормально, ну а несколько выявленных недочетов учтем, сейчас поправим и так далее. А были ли у Технониколь сложности из-за проверок? У Технониколь очень много было разных сюжетов. И вот сейчас расскажу о случае, который был в районе 2000-х годов, вот в нулевые года. Вот конкретный случай из практики, моей практики компании Технониколь. У нас опечатывали оборудование, битумные нефтяные установки, то есть мы не могли продолжить работу, то есть завод останавливался. Это был, кстати, тот самый знаменитый наезд на компанию Технониколь, который мог полностью остановить компанию Технониколь. Так вот, с юристами, вот ровно действуя по этому алгоритму, который я только что описал, да, мы, убедившись в том, что проверка пришла с определенными правильными ксивами, документами и так далее, мы действительно посмотрели, что они имеют право опечатать наши установки и, стало быть, парализовать завод, стало быть, 400 человек будут выброшены, ну, со своих рабочих мест, потребители не получат продукцию, ну вот так. Окей. Как сделали мы? Мы дошли до пункта того, что наш закон наивысшей справедливости подталкивает нас к тому, чтобы нарушить эти ведомственные законы. Потому что мы не хотели, чтобы 400 людей перестали получать зарплату, раз. Мы не хотели, чтобы наши потребители, это тысячи коммерческих компаний, которые строят дома, и у них сорвутся сроки стройки, чтобы они не получили товар вовремя. Мы этого все не хотели, поэтому мы взяли на себя ответственность нарушить ведомственные законы, да, и мы сорвали все нахрен пломбы, и мы продолжили работу. Мы заранее согласились, что да, будет штраф такие. Поэтому, когда пришла второй раз эта проверка через месяц и зафиксировала, что мы сорвали пломбы, что мы продолжили работу, и они нам выдали второе предписание. А в этом законе было написано, что ежели вот такое второе предписание, то штрафы увеличиваются, и уже идет всякая там уголовная ответственность и так далее. И мы опять сорвали пломбы, и опять приняли решение продолжить работу завода. Вот так делали мы. Как будете делать вы, я не знаю. Но обратите внимание, что закон наивысшей справедливости, он вот здесь расположен. Было очень много сюжетов, я вам в этом выпуске рассказал несколько из них, но я напомню, их были десятки тысяч в компании Технониколь, я лично участвовал в 350 сюжетов. Вот. Ну а подробности для того, чтобы вы освоили это для своего бизнеса, я передаю своим студентам на программы личного наставничества или в MBA ШРФТИ. Событий много, но воспримите следующее, что проверка — это не конец света, и это не апокалипсис. Это ключевой момент, и дальше вы действуете из закона наивысшей справедливости по шагам, которые я вам описал. Продление моратория на проверки — это далеко не все, что нужно бизнесу. Что, по-вашему, еще необходимо предпринимателям для развития? Первое. Очень хорошо, что Путин иногда начинает заявлять, что предприниматели — это главные действующие люди. Но кроме заявлений первых лиц, ну, просто необходимо, чтобы мы протекционизм местных предпринимателей, национально ориентированных предпринимателей закрепили как элемент национальной экономической политики. Это означает следующее, что все там, не знаю, товары какой-то отрасли, которые сегодня не производятся в России и импортируются, так вот, на предпринимателей, бизнесменов, которые производят эти товары в России, им необходимо давать протекции, льготные кредиты, заботиться о них, популяризировать их и так далее, чтобы у нас возникали в стране отрасли или там какие-то заводы, фабрики, которые производили то, что сейчас не производится и не будет никогда производиться, если не будет сильнейших мер протекции. Когда люди удивляются, как в Китае за 30 лет из аграрной страны возник промышленный гигант, ну как, вот так. За 30 лет количество протекционных программ в Китае измеряется сотнями. Вот 5 лет назад Китай принял знаменитую программу про электрические автомобили. Я вам так скажу, каждый второй автомобиль электрический из Китая.
а через 3 года каждый 2 из 3 автомобилей будет из Китая. Вот и все. Еще 10 лет, я думаю, в Германии будет модно ездить на китайские тачки. Ну что ж, поживем и увидим, вот. Но я подчеркну, вот это необходимо делать как элементом национальной экономической политики, то есть пестование и протекционизм национального предпринимательства прям по отраслям, по индустриям. Это номер 2. Номер 3. Воспитание и образование предпринимательского мышления корпоративных предпринимателей и просто предпринимателей, инженеров-предпринимателей, играющих инженеров, которые захватывают новые вызовы и создают гигантские компании как решение этих вызовов захваченных. И вызовы при этом не из прошлого, вызовы из будущего. Так вот, для того, чтобы отвечать на вызовы из будущего, нужно готовиться не к прошлой войне, нужно готовиться к войне будущей. Именно для этого я создал на физтехе ведущую школу инженерной предпринимательской культуры, школа Игоря Рыбакова МФТИ. Я как раз обучаю предпринимателей и технологических инженеров, как создавать крупные компании, которые занимаются крупными вызовами из будущего. В принципе, вот эти вот инженерно-предпринимательские школы, они сейчас по всему миру становятся, знаете, такой передовым краем мысли, как встречать вызовы из будущего. И такая школа есть теперь в России. Школа Игоря Рыбакова МФТИ. Я набираю, еще раз повторю, специальную группу, которую буду курировать лично, 50 первых человек. Ссылка будет под этим видео. И 4. Вот эти вот предприниматели, корпоративные, stand-alone, предприниматели-инженеры, да, вот именно они создадут предложения для мировых рынков, предложения продуктов, услуг, сервисов, изобретений, может быть, даже, да, которые задействуют интеллектуальный и человеческий потенциал России, задействуют его во имя того, чтобы создавать, благоустраивать мир. Дело в том, что когда с помощью людей, которые родились в России, мы обустраиваем только Россию, это приводит нас к тому, что каждый россиянин становится таким, знаете, локальным человеком. Локальным, знаете, живет либо в деревне, либо в городе, либо вот на крайняк в стране. А вот предприниматели, инженеры, о которых я говорю, которые в школе Игоря Рыбакова МФТ, это такие, знаете, нелокальные люди. Вот как только ты становишься нелокальным, то есть ты перестаешь цепляться за вот эту вот делянку, за вот тот квадрат, за те 40 метров однушки, в которой живешь и так далее, как только ты становишься нелокальным человеком, как только ты представляешь, что ты связан с другими играющими инженерами, и ты можешь вызовы захватывать любые, вот здесь начинают происходить фантомы воображения, которые невозможны, если ты живешь на своем квадратном метре и идентифицируешь себя, вот что ты селянин, и тебе надо думать, что в этом селе делать. Я скажу, что делать в селе — бухать, чем занимается, к сожалению, большинство людей. Поэтому почувствовать себя нелокальным, выйти из вот этой обыденности, из серости, из будничности и так далее, а сделать это можно только одним способом, стать частью движения успешных людей, те, которые уже когда-то, став нелокальными, проживают совершенно другую жизнь. Поэтому я хочу обнять тебя в преддверии вот этой зимы, холодной, кстати, голодной для некоторых, чтобы она для тебя стала переворотной, поворотной, трансформирующей, изменяющей. И, возможно, именно этой зимой ты станешь частью сообщества нелокальных людей, сообщества людей, которые не изнашиваются, не ждут, не озлоблены с удачей, вот что им опять не додали и так далее, не пребывает в досаде, в обиде или в гневе, растрачивая вот эту свою энергию бесплодно, да? Нет. А начинает проявлять то, что у них есть, тело, ум и сердце, каким-то доселе неизвестным образом. И я приглашаю тебя стать частью сообщества успешных людей, X10 движения. Ссылка тоже будет здесь под этим описанием. Ну а те, кто хочет заниматься со мной в школе Игоря Рыбакова на курсах бизнес-мастерства, то приходите, MBA, школа Игоря Рыбакова, ШИР МФТИ, ссылка тоже будет под этим видео. И давайте вместе размножать хорошее. Пусть плохому места просто не останется, просто вообще не останется.
тебя стать участником движения успешных людей.